Я приветствую всех любителей вкусно покушать. Сегодня мы продолжаем рубрику диетических для меня рецептов, но вы этот рецепт можете использовать запросто в повседневной жизни. Я сейчас нахожусь на АИП-диете, это аутоиммунный протокол, поэтому мне будет как раз, ну и вам полезно узнать, как приготовить вкусные купаты. В качестве основы я буду использовать вот такой вот кусочек свиного окорока. Он у меня был на кости, косточку я заранее вырезал, а также срезал кожу. И прям вот оставил вот такой вот кусочек сала. Если у вас более постное мясо, то обязательно дополнительно добавьте сало. Мясо мы нарезаем на произвольные кусочки, чтобы они поместились в мясорубку. Также произвольно нарезаем репчатый лук, тоже будем пропускать через мясорубку. Также нам потребуется вот такой вот пучок свежей кинзы. А еще сегодня будет вот такой вот интересный ингредиент, как свекла. Я заранее ее отварил в кожуре, почистил, и мы будем добавлять ее прям в наш фарш. Свекла фарш окрасит, и на выходе наши купаты получатся прям такие розовые, красные, прям вот то, что нужно. Свеклу также нарезаем на произвольные кусочки, чтобы поместилась в мясорубку. Дальше, как вы понимаете, нам при помощи мясорубки нужно прокрутить все ингредиенты. Добавляем сушеный чеснок, а также добавляем по вкусу соль. Я одеваю перчаточку, чтобы моя рука не стала красная. И начинаем перемешивать. Ну и теперь мы берем череву. У меня сегодня говяжья и свиная. У них разный диаметр по толщине. Вы можете использовать ту, которая у вас есть. Здесь не принципиально. Ну и от размера, в зависимости какой вы хотите. У меня просто вот чуть-чуть этого и чуть-чуть этого. Поэтому буду использовать и те, и другие. Надеваем на специальную насадку череву. Ну и начинаем набивать колбаски. Если вдруг у вас нету такой насадки, то посмотрите в интернете. Есть куча способов, как можно своими руками. Конечно, это более сложный процесс, но так или иначе вы сможете набить без мясорубки. Например, при помощи воронки, кто-то бутылку там использует. Ну, в общем, вариантов много. Кто хочет, тот найдет. Вот такая вот история у нас получилась. Одна короткая из говяжьей черевы, одна длинная и одна длинная свиная. Вот такое вот количество из ингредиентов, которые вы видите в описании. Теперь мы берем кулинарную нить и на нужную нам длину в этом месте нужно перевязать. Здесь вот я вот эту длинную на 3 части примерно разделю. Вот таким вот образом берем. Перевязываем. Ну и то же самое делаем вот с этими колбасками. Если вы хотите их потом разделить, то соответственно здесь делайте 2 узла. Теперь мы делаем следующее. Если вы колбасок сделали достаточное количество и впрок, то на этом этапе можете их сразу убрать в морозилку. А если вы будете готовить их сразу, то ну хотя бы полчасика дайте им полежать в холодном месте, в холодильнике, либо на балконе, если у вас сейчас зима. И кстати говоря, знаете, что вам хотел рассказать?
Я занимаюсь печатью на одежде. Например, на футболках могу напечатать вашу надпись, ваш рисунок. Поэтому пишите в Instagram. Мы с вами обсудим то, что вы хотели бы сделать. Я помогу вам с макетом и отправлю в любой город. В Инстаграме, который вы сейчас видите на экране, есть много всяких разных примеров. Смотрите и делайте заказ. Давайте приготовим 3 вот эти замечательные колбаски. Готовить я их буду в духовке. Для этого по длине колбасок берем противень. Прям вот так вот слегка смажем растительным маслом, чтобы у нас на старте ничего не пригорало. Укладываем сюда колбаски. Берем иголочку и в некоторых местах, вот примерно с таким расстоянием, делаем проколы, чтобы у нас лишний воздух выходил. Отправляем в духовку 200 градусов до полного приготовления. За временем смотрите сами, исходя из размера, толщины, из своей духовки, ну и так далее. Нам нужно, чтобы полностью колбаски приготовились. В конце приготовления вы можете на несколько минут включить верхний гриль и повысить температуру, чтобы придать нашим колбаскам румяную корочку. Ну и не забывайте их в процессе переворачивать. Колбаски готовы. Вот такие они у нас получились. Красивенькие. Даем нашим колбаскам полежать, отдохнуть буквально 3, максимум 5 минуточек, и можно смело их лопать. Давайте разрежем, посмотрим, что там у нас получилось. Вот такая вот, смотрите, какая сочная колбаска. Вообще свиную оболочку, свиную череву можно снимать, а можно прям с ней кушать. Но я снимаю, если она хорошо отделяется. Очень сочно и очень нежно. И прям вот, знаете, вкусно. Свекла дает свой такой, знаете, вот оттенок во вкусе. Я думаю, что в холодном виде, когда они сейчас полежат, остынут, тоже будет шикарно прям их нарезать на бутерброды с чаем, с кофе, кому как больше нравится. Если вы, конечно, не на диете. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии и что думаете по поводу этого рецепта. Пока-пока!